Знакомая история? Раньше она была вполне обыденной. Сидишь, переключаешь каналы, пока не наткнешься на что-нибудь интересное. Сейчас, конечно, выбор гораздо больше. Зачастую ты знаешь, что хочешь посмотреть, и просто нажимаешь кнопку на пульте. Так вот, в то время, когда такого не было, я в очередной раз перед сном листал каналы на своем 14-дюймовом телевизоре. Сейчас даже трудно себе представить такой размер экрана. Искал что-то, чтобы поставить таймер и поскорее заснуть. Остановился, как мне казалось, на каком-то фильме. Сюжет был простой, но затягивающий. И что самое главное, это был ужастик. Не ужасы, а именно ужастик. И вот когда история подошла к концу, на экране появился жутко уродливый, но очень харизматичный ведущий, который подвел итог и сказал, что мы увидимся в следующий раз. Я быстро схватил программу передач. В то время это была газета «Антенна» или моднейший ТВ-парк. И начал лихорадочно искать время и название того, что я только что посмотрел. Палец скользнул по бумаге вниз, и я прочитал название. «Байки из склепа». Показывает канал Видеодром. Стиратель. «Байки из склепа» — это сериал-антология, но он далеко не первый в своем жанре. Изначально этот формат появился на радио NBC в 1927 году. Потом в середине 50-х уже на телевидении, на волне популярности научной фантастики и драматических историй, появились такие сериалы, как «Сумеречная зона», в которой перед каждым эпизодом нас встречал ведущий Род Серлинг, и «Альфред Хичкок представляет», ведущим которого был сам великий и ужасный мастер саспенса Альфред Хичкок. Это была небольшая предыстория, а сейчас я расскажу вам о сериях, которые отпечатались в памяти у тех, кто создал это видео. И это ни в коем случае не топ лучших, или топ самых, или любой другой топ, как это модно сейчас делать. Это серии, которые запомнились нам с самого детства. И так как сериалу уже больше 20 лет, то мы будем рассказывать все и не бояться спойлеров. Байки из склепа. Итак, эпизод под названием «Сдавай колоду». В казино случайно встречаются заклятые враги. Одного из них играет неповторимый Лэнс Хенриксон. Завязывается спор о том, кто же самый азартный и везучий игрок. Посмотрим, кто уедет, покинет город, покинет штат. Договорились? Начнем. Так как никто не желает уступать, решение приходит само собой. Кости должны определить того, кто навсегда покинет город и отдаст место победителю. Ух, я прям в азарте. У обоих дюжина, и Лэнс предлагает... Русская рулетка. Ты псих. Благо в бардачке совершенно случайно лежит револьвер. Ну давай, сделаем это, никаких отступных. Да, давай, сделаем это, Рина. С каждым выстрелом шанс выжить все меньше, но даже пуля не способна определить сильнейшего. Боже. Холостой. Пришло время сдавать колоду, и в дело вступает тесак. Прости, что так тянул с ответом. Какой палец? Отрубив друг другу все, что можно, герои оказываются в больнице. И, судя по всему, они никогда не уступят. Передай жвачку. Похоже, в конце 80-х на телевидении возник спрос на мрачные истории в формате антологии. Так появился перезапуск «Сумеречной зоны» и через пару лет «Байки из склепа». Первый сезон сериала стартовал на канале HBO 10 июня 1989 года. И сразу же буквально залил кровью весь канал. Байки были 100% 18+. Совсем как сейчас «Игра престолов». Кстати, тоже продукт HBO. Если брать все 93 серии баек, то практически во всех сюжетный поворот был в самом конце, а сама история была простой и не производила сильного впечатления до самого финала. Но были, конечно, и исключения. Например, «Что готовишь?». В маленьком городке молодая пара открыла ресторан, но дела идут плохо. Посетителей нет, а единственный клиент – это местный полицейский и больше никого. Сейчас приготовлю сэндвич с кальмаром. Без обид, но сегодня мне не до кальмаров. А это, кстати, Кристофер Рив, он же Супермен. Как назло, арендодатель требует отдать долг. У владельца сдают нервы, и он нападает на него с ножом. На следующий день полицейский опять заходит в ресторан. Он очень голоден, и ему жарят стейк. Невероятно. Выясняется, что стейк – это и есть арендодатель. На запах сбегаются люди, а блюдо идет на ура. Не знаю, что это за рецепт, но он превосходен. Буквально через пару дней в ресторан выстраиваются очереди, а чтобы кормить людей, нужно больше мяса. Эта серия была интересна не персонажами или их отношениями, не сюжетными поворотами, а именно тем, что людей кормили человечиной. Они наслаждались едой, ни о чем не догадывались, а зритель понимал весь ужас происходящего.
Умираю с голоду. Мы уже плиту разогрели. Нет, нет, нет. Если кто-то из вас не смотрел этот сериал в детстве, то сейчас вы спросите, а что же в нем такого особенного? Мне всегда нравилось то, что серии короткие, истории не затянуты и в них всегда есть мораль. Иногда очевидная, а иногда над которой стоит серьезно задуматься. Например, как в серии «Трусость». Этот эпизод сильно отличается от всех остальных, и вот чем. Это самая звездная серия баек, в ней снимались Кирк и Эрик Дугласы, Дэн Экройд и Лэнс Хенриксон, а режиссером выступил Роберт Земекис. Эта серия самая длинная, и плюс в ней по сути нет ничего страшного, зато есть над чем подумать. Первая мировая война. Отряд идет в наступление. Отступить значит опозориться в глазах командования и врага. Но молодой лейтенант вместо того, чтобы воевать, отсиживается в окопе и приказывает прекратить операцию. Я хочу, чтобы вы отдали приказ к отступлению. Я не могу этого сделать. Слухи о том, что лейтенант трус, доходят до генерала, он же его отец. Приведите его сюда. Который не может с этим смириться и просит сына вместе с отрядом выполнить последнее задание. Сын соглашается при условии перевода в тыл сразу же после возвращения. Ты переведешь меня? Если ты сделаешь для меня одну вещь. При выполнении задания лейтенант подставляет всех своих сослуживцев и бежит обратно, будучи уверенным, что они погибли. И отныне больше никто никогда не назовет тебя трусом. Я горжусь тобой, сынок. Но не все так просто. Сержант выжил, все рассказал, и последние его слова были: Ты трус. Лейтенанта арестовывают и приговаривают к расстрелу. Но перед казнью генерал говорит с сыном. Он предлагает ему имитировать смерть и сбежать после якобы расстрела. Ведь пули будут холостые. Отец просит только об одном – вести себя перед смертью, как мужчина. Ты же можешь это сделать. Не так ли, сынок? Да, сэр. На рассвете лейтенант, высоко подняв голову, идет в последний путь. Он произносит душевную речь, видит, что внизу лежит сумка с вещами и даже отказывается от повязки на глаза. И вот перед самым выстрелом... Лично для меня стало открытием, когда я узнал, что «Байки из склепа» — это изначально комиксы, а всеми любимый сериал снят уже на их основе. Эти комиксы выпускали в далеких 50-х, и авторами большинства сюжетов были сами создатели — Уильям Гейнс и Эл Фельдштейн. Последний, кстати, придумал и нарисовал «Хранителя склепа», который впервые появился в 1949 году и сильно отличался от своей сериальной внешности. Конечно, создателям и в голову не могло прийти, что когда-то их истории экранизируют, и они живут на экранах телевизоров. Почти все эпизоды сериала сняты по мотивам этих 3 серий комиксов. А вы читали «Байки из склепа»? Или, как и я, смотрели сериал? Пишите в комментариях. Следующая серия была отвратительна в детском возрасте, да и сейчас некоторые сцены просто противны. Смерть камевояжера. Раньше продавца можно было встретить не только в магазине, но и на пороге своего дома. Вам приносили товар или купон, а вы уже сами решали, тратить деньги или нет. Тех, кто ходит с такими предложениями по домам, называли камевояжерами. Один из них продает места на несуществующем кладбище, и предложение пользуется спросом. Чем могу помочь? Обманув в очередной раз десяток старушек, он натыкается на дом, где его рады выслушать, и даже соглашаются на заманчивые условия предложения. Во время того, как хозяева вышли из комнаты за деньгами, герой остается один и пытается разогреть кофе. Выясняется, что все эти мертвые люди – камевояжеры, которые продали семье плохие товары. Шанс выжить только один – понравиться дочке семейства. О, ты такая прекрасная. Сцена секса вызывает отвращение даже сейчас. Да будь я проклята. Кажется, ты действительно меня любишь. Но в итоге герой получает по заслугам и встречает свою смерть в подвале. Многие известные сегодня актеры снимались в эпизодах баек. Деми Мур, Дэн Экройд, Брэд Питт, Джо Пеши, Стив Бушеми, Тим Рот. И это всего лишь часть огромного количества актеров, принявших участие в этом сериале. После того, как съемки перенесли в Великобританию в 7-м сезоне, появилось множество британских актеров. Самые известные — Дэниел Крейг и Юэн Макгрегор.
Следующая серия производила впечатление не кровавыми сценами, а своей безумной идеей и, конечно же, финалом. Бандит, скрываясь от полиции, стучится в дом. Хозяйка дома – отвратительная старуха. Она пускает беглеца и даже не выдает его полицейским. Здравствуйте, мэм. Мы преследуем молодого человека, он ростом где-то 190 сантиметров. На шее татуировка в виде игральной кости, прямо вот здесь. Узнали? Нет? Тогда я напомню. Старуха поднимается наверх и предупреждает, что за ней ходить не надо. Как вдруг беглец видит прекрасную девушку. Ни о чем не подозревая, он предлагает ей выпить. Она спускается вниз и опять превращается в старуху. Выясняется, что девушке уже больше 100 лет, а ее дом проклят бывшим мужем. Внизу. Я слишком стара, а ты слишком юн. А наверху. Я слишком юна, а ты слишком стар. Новоиспеченные любовники могут быть друг с другом только на середине лестницы, но их покой нарушает полиция, и беглец поднимается наверх, притворяясь стариком. В итоге, испугавшись, что его схватят, он поднимается на чердак, а его любимая молодеет до возраста младенца. «Байки из склепа» — это не только сериал, но и несколько полнометражных фильмов. Самый первый появился в 1972 году и назывался «Байки из склепа». Он состоял из 5 историй, а роль хранителя исполнил Ральф Ричардсон. Кстати, его персонаж здесь наиболее близок к своему комиксному варианту. Уже в следующем 1973 году вышел еще один фильм под названием «Склеп ужаса». Он также состоял из 5 историй. В середине 90-х на волне популярности сериала вышли 2 картины «Рыцарь-демон» и «Кровавый бордель». И если первый вытягивал невероятно харизматичный злодей, которого сыграл Билли Зейн, то «Бордель» был довольно скучным. А последним полнометражным фильмом на данный момент стал «Ритуал», который запомнился разве что актером Тимом Карри. Ну а следующая серия лично мне очень напоминает «Зловещих мертвецов». Сейчас расскажу чем. Перед искушенной публикой выступает чревовещатель. Шутки идут на ура, а зрители в восторге. Но вот нас переносят на 15 лет вперед. К чревовещателю приезжает его фанат и просит научить искусству владения ремеслом. Привет, меня зовут Тим. Можно я зайду и поиграю? Вот дерьмо. Старик и рад бы помочь, но он видит, что таланта у парня нет, и раскрывает ему страшную правду. Это мой брат. Мой брат, ты понял? А вот и Морти. Помнится, этот поворот был крайне неожиданным. А вот эта беготня как раз и напомнила мне о «Зловещих мертвецах». В итоге договориться с куклой так и не получается. Похоже, нам никуда не деться друг от друга. Помимо известных актеров, сериал может похвастаться не менее известными режиссерами. И самый известный из них – Роберт Земекис, автор многих культовых фильмов нашего детства и один из главных продюсеров сериала. На его счету 3 серии баек. Столько же у Ричарда Доннера, создателя «Омена», 2 Суперменов и всех частей «Смертельного оружия». И ровно 3 эпизода у Стивена Хопкинса, которого мы помним как минимум по «Второму хищнику». Причем сценарий к 2 из 3 эпизодов, поставленных Хопкинсом, написал Фрэнк Дарабонт, знакомый нам по «Побегу из Шоушенка», «Зеленой миле» и «Бесконечным ходящим мертвецам». Нередко в роли постановщиков выступали и сами актеры. Например, Арнольд Шварценеггер даже присоединился к «Хранителю», чтобы представить свой эпизод «Замена». Да что с тобой? Хочешь сохранить этот 40-килограммовый труп до конца своей загробной жизни? Также среди режиссеров были замечены Том Хэнкс и Майкл Джей Фокс. Следующий эпизод в народе называется «Промыло». На первый взгляд все хорошо. Муж занимается мыловарением в промышленных масштабах. Жена художник. Семейная жизнь у супругов не ладится. Во время очередной ссоры муж показывает фотографии, на которых его любимая резвится с другим мужчиной. Не выдержав такого поворота, она берет, что под руку попалось, и обрушивает на голову супруга. Прости, Лу. У меня сегодня плохой день. Ну а чтобы уничтожить все улики, везет тело на фабрику и варит из него партию кровавого мыла. Избавившись от мужа, она принимает душ и берет то самое мыло. Да, финал отличный. А это знаменитая заставка баек. Достаточно длинная по современным меркам, но за счет этого ты полностью погружаешься в мир Хранителя и с нетерпением ждешь новую историю. Главную музыкальную тему к заставке написал Дэнни Эльфман, и когда ты слышал ее, даже без видеоряда, то понимал, что пора. Пора, порадуемся. Ой, извините, что-то я задумался.
Кукла-хранителя оживала с помощью нескольких человек. Лицевая анимация приводилась в движение с помощью аниматроники. Об этой теме мы как-нибудь поподробнее расскажем в будущих выпусках Стирателя. А руками управлял второй человек, находящийся сзади. Хранитель всегда встречает зрителя в новом образе, кем он только не был за эти 7 сезонов. И, конечно, этот незабываемый голос, который принадлежит Джону Кассеру. Правда, для меня в детстве этот голос звучал вот так. Но теперь, признаться, у вашего приятеля, хранителя склепа, начинает ехать крыша. Но для Стирателя все перевел и озвучил ВХСник. Ссылка на его канал в описании. Байки из склепа. Ну а следующая серия способна напугать даже сейчас. Как раз ее я запомнил больше остальных в детстве. Мы с вами находимся на съемочной площадке телевизионного шоу, которое, судя по рейтингам, не сильно популярное. Но ведущий плевать хотел на всех. Он уверен в себе и сейчас выйдет в прямой эфир прямо из дома, который набит привидениями. Скажите, сэр, в этом месте есть привидение? В этой яме рождается зло. Мне очень нравятся его пафосные фразы перед уходом на рекламу. Следуйте за мной. Если осмелитесь. Ну ты мудак, мать твою. Поначалу все хорошо, но чем дальше в дом, тем страшнее. Мы в опасности? Вы в опасности с того момента, как переступили порог. Нам показывают, что здесь произошло. Как вдруг... Потом убивают оператора. Причем это вообще незаметно, если смотришь в первый раз. О боже, это Трип. Хортон, у кого камера? Ну а дальше все по высшему классу. Так как рейтинги шоу взлетели до небес, то никто не собирается вытаскивать бедолагу из дома. А финал серии один из лучших в байках. К 1993 году сериал достиг огромной популярности. И неудивительно, что появился мультсериал под названием «Байки Хранителя Склепа». Вся мрачная атмосфера и кровь была убрана. Мульт получил максимально дружелюбный рейтинг для детской аудитории, а Хранителя Склепа вновь озвучил Джон Кассер. Кстати, финальный эпизод основного сериала тоже был анимационным и рассказывал альтернативную историю 3 поросят. А это одна из культовых серий «Сиамские близнецы». 2 брата живут обычной на первый взгляд жизнью, но есть маленькая проблема. Серьезно, Эдди, тебе было бы намного лучше, если бы ты просто принял наше состояние. Принял тот факт, что мы уроды. Они сиамские близнецы, и в глазах остальных они фрики. Врач предлагает провести операцию. Риск велик, и один из братьев не может согласиться. Когда вы закончите работать ручкой, я начну работать ножом. Но все меняется, когда он встречает девушку. Влюбляется в нее, а его брат не дает им спокойно жить и уговаривает на разделение. В итоге очередной ссоры дело доходит до драки. И брат соглашается на операцию, но вмешивается его любимая. Мари, ты вернулась. Не подписывай этот договор. Заткнись, Мари. Его близнец не может с этим смириться и убивает девушку. Теперь я никогда не избавлюсь от него. И, будучи уверенным, что в тюрьму его посадят только вместе с братом, теряет сознание. Я не могу жить одним целым с убийцей. Придя в себя на койке в больнице, убийцу берут под арест и отправляют в тюрьму. Одного. Мы свободны. Или, по крайней мере, я свободен. Эй, ты! В 2016 году ходили слухи, что сериал перезапустят, и у него даже появился трейлер. Также стало известно, что перезапуском займется М. Найт Шьямалан. Но, к сожалению, что-то не срослось, и в итоге запуск сериала был отменен. Эх, а мы так ждали этого. Но все еще возможно. Конечно, всем нам хочется посмотреть на продолжение мрачных и поучительных историй от Хранителя Склепа. Но зная, как сейчас любят делать ремейки и ужасные перезапуски, это может оказаться неудачной идеей, разочарующей всех нас. С другой стороны, сериалу уже почти 30 лет, и годный перезапуск мог бы надрать задницу Черному зеркалу и им подобным. В любом случае, перезапуск байк я бы посмотрел. А вы? Пишите в комментариях свои мысли по поводу ремейка. Будем обсуждать. Последняя серия в моем рассказе совсем не страшная, но финал врезался в память навсегда. И так все просто. Полицейские преследуют убийцу и грабителя. Они доводят дело до аварии, и начинается выматывающий путь на своих двоих до границы Мексики. Официантка,
2 пива. Кстати, это агент Купер из Твин Пикса. Узнали? Совсем скоро полицейский догоняет жертву и пристегивает наручниками к своей руке. Но он проигрывает схватку и перед смертью проглатывает ключ. Нет! О боже! Всю дорогу за ними по пятам летит стервятник и действует на нервы беглецу. Нет патронов, мать твою! В итоге, когда до границы остается пару шагов, мертвый полицейский тянет за собой преступника, и оба кубарем катятся с горы. Измотанный бандюга мастерит топор из значка полисмена и... Мать твою! О господи! Твою мать! В итоге он ломает шею, и стервятник получает награду за свое терпение. Возможно, сейчас эта серия покажется вам жутко медленной и скучной, но в детстве я не мог оторваться, а последний кадр поразил меня своей натуральностью и жестокостью. Друзья, конечно же, это не все серии, которые нам запомнились. Да и у вас есть наверняка свои любимые эпизоды. Обязательно пишите, какие. А если вы увидели их в этой подборке, значит, между нами есть что-то общее. И это круто. Но, к сожалению, видео не может длиться вечно. А нам пора готовить следующий выпуск «Стирателя», в котором мы с вами отправимся в настоящий ад. Стиратель. Друзья, большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Сейчас я объявлю итоги конкурса, который мы проводили в первом выпуске. Но перед этим хотел бы попросить вас поставить лайк этому видео и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Мы там периодически выкладываем всякие новости о кино, различные опросы и так далее. Ну и там просто быстрее друг с другом общаться. Что ж, давайте подводить итоги конкурса. Задача была назвать все фильмы, которые были использованы в первом выпуске «Стирателя». Много людей откликнулось, это очень приятно. Всего в монтаже использовалось 30 фильмов. 28 из них назвал человек под ником Марк Кроу. Поздравляем тебя, фанфары, дешевые спецэффекты. И всего на один фильм от него отстал Сергей Левит, который назвал 27 соответственно. Если вам интересно, вы можете поучаствовать в новом конкурсе. Нужно назвать имя актера, который один сыграл сразу 3 роли в одной из серий «Баек из склепа». Большое спасибо, что вы нас смотрите. Комментарии, лайки, все это придает сил двигаться дальше. Следующее видео, скорее всего, будет 10 фильмов, которым нужен ремейк. А после него будет 3-й выпуск «Стирателя». Оставайтесь с нами и спасибо вам за просмотр. Пока. Блин, слушай, у нас столько ссылок каждый раз под видосами. Надо кого-то убирать. Во, давай ВХСника вырежем. Он у нас все равно под каждым видео в описании. Я тебе сейчас сам вырежу, мать твою. Валим отсюда. Я просто хочу рассказать вам о своем самом ярком воспоминании, полученном после просмотра фильма в детстве. А может быть и в жизни. Настолько оно было сильное. И нет, это будет не банальная история, как я не спал после просмотра «Кошмара на улице Вязов», или как я до ужаса боялся чужих. Таких примеров масса. А началось все с долины змей.